Привет, мои дорогие! Я знаю, что многие из вас сейчас думают о человеке. И у меня вопрос такой к картам. А думает ли этот человек о вас? Думает ли этот мужчина о вас? Есть ли вы у него в планах и в мечтах? Вы знаете, когда мы о ком-то думаем, нам очень важно, чтобы этот человек тоже думал о нас. Потому что иначе, как обидно, да? Ну вот, я посмотрю как на Таро для вас, так и на Ленорман. Вот на этих Ленорман шикарных и на вот этих Таро. Можно, конечно, выбирать себе колоду, но в любом случае что-то проиграется с одной части расклада, что-то из другой для вас. Поэтому смотрите все видео, оно не будет долгим. И вы определитесь, вы узнаете именно в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». Думает ли загаданный мужчина о вас? Или партнер, или вообще любой человек, да? Ну, человек прежде всего. Мужчина же тоже человек. Мы же в спальне не проводим с ним 2-4 часа в день и 7 дней в неделю, правда? Мы же живем тоже как люди по другим параметрам. Ну и вот это большая часть жизни вне спальни, да? Огромная часть жизни. Думает ли он о вас и что он думает? А также что чувствует, конечно. Что чувствует этот человек, о котором вы сейчас думаете? Может быть, вы отдыхаете после тяжелого дня, может быть, у вас грустные мысли. Я чувствую, что у многих грустные мысли. Ну вот мы узнаем, какие мысли у него о вас. И вы, используя для себя, проведете свой досуг. Я в этом уверена, если вы позволите картам вам помочь. Я сейчас буду искать сигнификатор, но я хочу еще раз сказать, мне кто-то там написал, карту положили назад. Сигнификация – это карта до мужчины и после мужчины только, а другие все карты, они просто откладываются, да. Итак, первая карта, крест, конечно, говорит, что мысли у него тяжелые. Все карты, которые перед ним, тоже имеют место быть. Мечтает часто звезды, думает о работе часто, да. Любит вас, да, у многих проиграется это. Любит действительно, карта рыбы. Но мы его просто ищем, да. Хочет написать письмо, может, сочиняет письмо в мыслях, но никак не отправит, да. Двойственное чувство к вам. Есть чувство обиды, скорее всего. И кто-то ему шепчет информацию ложную, какая-то змея есть. Скорее всего, у многих проиграется это. И карта Лилии говорит, что хочет показать себя с лучшей стороны, да, хочет перемены в ваших отношениях, хочет чего-то добиться. Есть чувство превосходства у многих мужчин, это проиграется, что они так, знаете, кто хозяин в доме, типа, да. Вот. Долго не выходит, кстати, его сигнификация, значит, скорее всего, он что-то и скрывает даже. Хочет встретиться, у многих проиграется, что выйдет на связь, ну вот он, все. Так что это у очень многих проиграется. Смотрите, дальше картами не берем, потому что так работает сигнификация. Только карта перед ним и после него самое главное. Итак, что мы здесь имеем с вами? Мы имеем карту всадник и карту мужчины. Мужчина – это он. И солнце. Он смотрит на карту солнца. Хороший ли это знак? Я бы сказала, очень хороший. Потому что раз мужчина смотрит на карту солнца, ну, деловой человек, да, солнце – это деловая характеристика, может, у кого-то он в деловой поездке, у кого-то у него деловая встреча. Ну, вообще-то солнце – это тоже карта радости. Для него встреча с вами будет радостью. И встретиться он очень хочет. Но вот это у многих проиграется, но не у всех, девочки мои дорогие, понимаете? Специфику любых раскладов, заказанных или же общих. Кто-то скажет, мне заказанные там важнее. Я не принимаю заказы, потому что знаю, что общие расклады тоже могут вам помочь. Да? Давайте поближе это все дело сделаем. И я буду продолжать раскладывать для вас карты, чтобы посмотреть четко о нем, вот об этом человеке, которого вы сейчас загадали и смотрите видео, поэтому он здесь лицом к вам стоит. Это его диагностика, имеет место быть. Он действительно... Сейчас, в этот момент, когда вы смотрите, хочет с вами встретиться, мои дорогие. У очень многих это проиграется, да, хочет с вами встретиться. Хочет выйти на связь, хочет, чтобы вы что-то, какую-то эмоцию проявили в его сторону. И думает ли он о вас на момент просмотра? Да, думает. Потому что карта Солнца – это, конечно, карта яркая и прояснение ситуации.
но думает он с позиции «я главный». Солнце все-таки карта мужская, да. Может быть, бумаги какие-то сейчас решаются у него. Бубновый туз – это бумажная карта. Бубновый туз – это тоже письмо или документ. То есть мужчина, скорее всего, хочет написать вам письмо. И по карте всадник, здесь мы имеем червовую карту, это девятка червовая. И знаете, игральные карты ведь учитываются. И девятка червовая – это любовь, близость, любовь. Понимаете, это любовное страдание, сердечная привязанность, да, девятка червовая, это оно и есть. Карта сама выскочила. Может, мужчина у кого-то на расстоянии сейчас с вами, карта корабль. И, скорее всего, что, может быть, он на всех парусах к вам стремится, да, так можно ее рассудить, карту корабль. У многих тоже проиграет сострадание какое-то, он находится сейчас в печали, потому что десятка пик – это печаль, конечно, да. Также тоска, любовная тоска. Вот это все не чуждо для мужчины в момент просмотра, мои дорогие. Итак, я добавляю карты. Такой пасмурный день, потому что такая картинка, да, пасмурная сегодня. Какая у вас погода в тот момент, когда вы смотрите, напишите в комментариях, какая погода на сердце. У мужчины на сердце погода перемен, потому что карта корабль – это перемены. У мужчины на сердце погода перемен, да. Итак, крест опять. Вот это первая карта, которая вышла, да, крест. Она и опять повторяется, мои дорогие. Так что я не удивляюсь, раз повторяется карта крест, мужчина действительно сейчас в тяжелом положении. В очень тяжелом положении. Что тяжело мужчине делать? По карте крест, скорее всего, хочу сделать так, чтобы, было как-то посветлее, что ли, потому что сумрачный такой день, но это не значит, что сумрачный расклад, конечно, да. Вот, карта крест показывает, что мужчина находится в печали. Может, у кого-то он или болеет, или страдает по какому-то поводу, не может разрешить какие-то свои дела. А у кого-то мужчина, может быть, находится в тяжелом положении финансовом. Видите, вот из кресла. Пожалуйста, присаживайтесь, вы мой самый лучший гость, я вас просто обожаю. И мужчина действительно, у многих проиграется, что ему тяжело. Может, он болеет, еще раз повторяюсь, может, страдает. Может быть, он волнуется о чем-то. Он волнуется, что разлука у вас, разлучили вас либо обстоятельства, либо третьи лица. Он об этом переживает. Да, мечтает действительно, потому что карта мечты вышла, да, карта звезды, карта мечты. Он действительно мечтает, этот человек, которого вы загадали. У него, может быть, не очень-то складывается, поэтому мечтает. Часто бывает так, человек, который мечтает много, у него жизнь не складывается, что-то в жизни пошло не так, жизнь не складывается, поэтому он и мечтает о вас, мои любимые друзья. Так, смотрим еще. Вот в момент, когда вы подумали о нем, да, эта мысль, которую вы подумали о нем, она конструктивная, нужная для вас или нет? Ну что мысли – это как лента в кино, они приходят и все, что с ними делать, да? Мысли мои скакуны, они приходят и скачут в голове, и может быть вот та мысль, которая к вам сейчас пришла. Я спрошу карту Ленорман, что высшие силы думают о той мысли, которая сейчас к вам пришла, об этом мужчине, да? Аисты, вы хотите устроить свою личную жизнь. У вас, скорее всего, в личной жизни какие-то качели, непонятки. Вы очень хотите устроить свою личную жизнь, и у вас не получается что-то. Это карта Аисты. Это карта обустройства своего личного пространства, мои дорогие. Да? Это когда личное пространство у человека, оно требует перемен, потому что Аисты – это перемены. Понимаете? И сейчас вот если мы эти карты с вами все рассмотрим по Ленорман, мы увидим, что мужчина, ему тяжело, он хочет перемен, он мечтает о чем-то. Мужчина выйдет навстречу, у многих проиграется, но он эгоист где-то. И вы хотели бы спокойной, счастливой жизни, но с этим человеком почему-то спокойная жизнь у вас не получается. И, скорее всего, это связано с тем, что он или далеко, или же кто-то мешает вам, да, какие-то третьи лица или обстоятельства, или кто-то мешает, или мужчина далеко. Может быть, мужчина обиделся или обидел вас, да. Поэтому вот такая катавасия, такая ситуация. Ситуация тяжелая.
Ситуации тяжелые у многих, потому что крест там был. Тяжелая жизнь, не устроенная жизнь, именно не обустроенный быт, да, вот это у многих проиграется, не обустроенный быт, а вы хотели бы спокойной, нормальной, человеческой личной жизни. Вот поэтому вы о нем думаете, потому что он кандидат для этого у вас, кандидат на спокойную человеческую жизнь. Ну, такая вещь, да. Вот. А вот его мысли о вас, они к чему-то хорошему приведут. Что за мысли у него? Вы знаете, ему без вас одиноко, потому что аист уходит из карты башня. Ему без вас одиноко. И он думает, для кого я работаю, зачем я работаю, зачем мне эти деньги. Если у нас не ладится с ней, значит вообще вся жизнь крушится. Да? Да, бывает так, что человек связывает очень сильно себя по рукам и ногам какие-то обязательства. Он связывает себя этими обязательствами. Он хочет что-то поменять, он хочет изменить свою жизнь, да. Ему тоже одиноко сейчас. Вот даже вы, может, в разных комнатах, он в свой гаджет смотрит, а вы в свой. И вы думаете, куда эта жизнь идет, куда она уходит. И он об этом тоже думает, кстати, да. Если вы живете вместе, это в другой комнате может происходить. И вы и он думаете на одну и ту же тему. То есть у вас голова работает одинаково. Если вы давно прожили вместе, у вас голова работает в любом случае одинаково, что вы друг на друга влияете, хотите вы этого или нет. Кое-кто поссорился, поругался с мужчиной, это карта плетки. И она говорит, что кое-кто из вас поссорился. Поссорились вы не по своей воле. Так сложились обстоятельства, да. Поссорились не по своей воле. Это могут быть люди в вашей жизни, в его жизни, которые вот иллюзии, какие-то пустые иллюзии, испорченную информацию, да. Ой, ну такие люди, они есть, конечно, вокруг вас, и они хлопочут о том, чтобы вас поссорить, как будто им это нужно. У многих происходит так, что эти люди, они делают это, знаете, потому что вот любят подпортить кому-то жизнь. И, может, вы поверили во что-то, или он поверил во что-то, в общем, нам навязали что-то. И, может, это произошло во время какой-то встречи с другими людьми, или же после этой встречи, а что я сказал, что он сказал, вот слово за слово, да. И такой стресс возник. Карта плетки говорит, что у многих буквально на пустом месте получилась ссора, никому не нужная, ни вам, ни ему такая ссора не была нужна. Почему она вышла? Так, когда сложилось, само собой, повелось все против вашей воли. Я вижу, что будет с ним встреча и примирение. Это проиграется у многих, потому что бубен, шестерка, она говорит, что встреча будет, и карта клевера – это будет удачный разговор, который вас помирит, да? Примирение у вас точно будет с этим человеком. Такая здесь вещь. Итак, вот его состояние на момент просмотра. Да? Он хочет спокойной жизни, он хочет дома, он хочет уюта, он хочет дома с вами. Чтобы у вас в доме было все нормально и спокойно, чтобы больше не было вот этих негативных разговоров, отношений, чтобы не было больше негатива между вами. Вот для него это важно. Дом – это защита, это крепость. Мужчина хотел бы радостной, спокойной жизни, да. То есть он хотел бы того же, что и хотите вы, буквально того же. Но он чувствует, что гора между вами. Эта гора могут быть обстоятельства, бытовые, финансовые, третьи лица. У всех разные, конечно, эти горы, но горы есть между вами. Горы есть. И что я могу сказать по этим горам? Как их преодолеть? Понимаете, многие горы выставил он сам своим поведением. Очень многие горы. И он придет и скажет это, что он выставил эти горы, он хочет перемен. Но эти горы ему мешают. Потому что своим поведением, своим обманом, у многих, кстати, может быть такое, он вас обманул, но не по своей воле. Его вынудили другие люди, потому что другие люди хотят на него влиять. И он поэтому вас обманул, что он не знал, как выкрутиться ему, да, он хотел и вашим, и нашим. И поэтому возникли эти горы между вами. Вот такая вещь, да, здесь. Ну, потому что он медведь. Вот это первая вещь, что он медведь, что он по медвежьи как-то неуклюже себя ведет.
А этот медведь может быть другой человек, кстати, в его жизни. Мы почему-то привыкли думать, что только в жизни женщины могут быть такие люди, которые нас пересиливают, потому что, ну да, никто не отменял еще этот патриархата. Но медведь может быть и мужчина-начальник очень вредный. Медведь может быть, кстати, приворот на нем какой-то. Медведь разная карта, но вместе с горой она вот это и означает. Все зависит от того, конечно, с какой картой. В Ленорман-то они все карты вместе себя ведут, ни одна по отдельности не разговаривает с нами, да. Да, горы, конечно, у него есть. Это медвежьи такие горы, медведь как гора. Кто-то хочет командовать его жизнью. Медведя может быть даже его мать, да. Так оно и вышло, другая женщина, да. Трифовая дама – это женщина деловая, типа слишком деловая, слишком медвежьи услуги хочет ему сделать. Слишком хочет что-то ему навязать, какие-то медвежьи услуги хочет ему сделать. Что делать с такой женщиной ему? Посмотрите, трифовая масть, и гора тоже трифовая масть, да? Что делать с этой женщиной? Ну вот как только он ее послушает, так между вами и плетки, так между вами и ссоры, потому что он зависим. Он зависим от какой-то трифовой дамы очень сильно. Он переживает, он подчиняется ей, да, от какой-то враг, какая-то ведьма буквально, да, у многих такое проиграется. То есть человек некомпетентный, но сильно, как говорят, языкатый, да, есть такое понимание. Вот змея, у нее же язык раздвоенный, да, говорит одно, думает другое, здесь сказала налево одно, направо другое, в общем, всех запутала. Языкатая особа. Он даже не знает об этом, потому что он подвержен очень сильному влиянию. Сейчас хочу смотреть будущее ваше. Что будет между вами, по Ленорман? Вообще, что будет? Ой, какая хорошая карта. Вот несмотря на вот эти все уловки других людей, будет кольцо. У многих это примирение, у некоторых даже это вот примирение буквально вот-вот на пороге, да? У многих это примирение все равно произойдет. Это выполненные обещания человека. Трифовый туз. Трифовый туз – это очень хороший знак. Это дело какое-то, да, это дело, сделанное дело. Сделанное дело. Это иногда казенный дом, может, вы встретитесь где-то в казенном доме. Это может быть даже где-то в суде встретитесь, ну, там, где пересуды идут, да, с другими людьми. Торговый центр, кстати, иногда туз, треф. То есть в людном месте вы встретитесь, и, может быть, он в людном месте сейчас выбирает подарок, где-то в торговом центре выбирает вам кольцо, подарок, хочет вас обрадовать. Это у многих может проиграться такое. Я очень довольна видеть эту карту, потому что она говорит, что мужчина хочет сделать сюрприз, он хочет вас обрадовать, и вместе, конечно, с картой всадник. Здесь однозначно, что встреча с мужчиной будет. Я отправляю назад карты, потому что сейчас перехожу к Таро скоро, да. Встреча с мужчиной будет, мужчина хочет на вас впечатление произвести, хочет вам что-то приятное купить, хочет вас обрадовать. Видно вам, да, дорогие? Хочет вас обрадовать, что-то приятное хочет купить, хочет что-то приятное для вас сделать. Разве это плохо, да? Карта кольцо говорит о выполненных обещаниях. Может, до сих пор он никак не мог это обещание выполнить, ему мешали другие лица. Сейчас он будет обещание свое выполнять относительно вас. Это очень хороший знак. Вот, я продолжаю смотреть на Таро. Не уходите, потому что расклад для вас сделан. Не уходите. Благородные поступки мужчины, да, кольцо и всадник, вот эти две карты основные, это благородные поступки мужчины. И знаете, иногда так бывает, мы не знаем, кто он, что это за человек, враг или друг. Он иногда работает, как из вражеского лагеря, вас критикуют, вами недоволен, вы не понимаете, с кем вы живете, какой-то оборотень, да, мужчина как оборотень. Я теперь хочу спросить, вот он, да, кто он? В карте Таро есть сигнификаторы, это император и императрица, потому что люди, которые смотрят, да, можно загадать его королем чаш или королем трифовым, то есть королем жезлов. Но я предпочитаю загадывать мужчину как императора, потому что, ну вот это самый главный человек в вашей жизни, а вы императрица, то есть самое главное, да, император это главный. Давайте посмотрим диагностику. И опять же диагностика – это карта перед ним и после него.
Давайте сделаем так, да? Выжидает, выжидательная позиция. Выжидательная позиция, да, и может он сейчас вот занимается, он очень любит интернет, он очень любит новые эти все гаджеты, он любит смотреть, что делается кругом, может новостями интересуется. Подвержен негативному влиянию, мы уже это и видели в картах Ленорман. Старший аркан смерть говорит, что он, конечно, боится смерти, да, боится очень стареть и так далее. Часто занимает выжидательную позицию, как многие мужчины это делают, и надеется на любовь. Страсть у него в сердце, конечно, к вам есть. Надеется на любовь, надеется на удачу. 8 жезлов, где же он, император-то наш, да? Ну, будем видеть, но мы никуда не торопимся с вами, правда? Мы с вами хорошо проводим время, хорошо сидим, называется, да? У многих проиграется, что будет встреча с новым человеком, где-то на празднике, где-то вас кто-то познакомит, да, или с двумя, или даже с двумя. Сильные люди входят в вашу жизнь, очень сильные, интересные люди. Понимаете, некоторые из нас ждут мужчину, а в это время входит в вашу жизнь сильный человек, а вы пропускаете, да? Вы под защитой, потому что сейчас темные силы воплотились, и да, много есть сил, которые против вас. Такой мир сейчас переживает страшную турбулентность. Карта влюбленная говорит, что понимание любви, там женщины, мужчины теперь очень меняется. 6 пентаклей. Он сейчас может помогать родственникам, ваш человек, но не у всех проиграется. Страдает. Да, хочет успеха. Да, Солнце, кстати, и по Ленорман выходило. Хочет успеха. Хочет, знаете, быть успешным. Император — следующая карта. И вот мы добрались до него, до голубчика нашего. Голубчик, да? Голубец. Голубчик. 2 старших аркана, и вокруг него, да и император старший аркан. Так что здесь мощно идет информация, очень мощно. Итак, тоже он по мнению высших сил, потому что раз выходит старший аркан, мы можем с вами сейчас четко сказать, кто вот этот император. Вот он. По мнению высших сил, да. Что высшие силы думают сейчас о нем, как высшие силы хотят, чтобы он действовал в отношении вас. Карта Колесница. Если рассматривать вот это вот как прошлое, настоящее и будущее, но в настоящем здесь и сейчас мужчина, да, император, то в будущем он будет делать какие-то шаги, наконец-то. Потому что Колесница — это самая сильная карта, что касается движения. Он начнет делать какие-то шаги. Да, шаги могут быть, знаете, не всегда в точку, не всегда попадание в то, что вы хотите, но шаги он начнет делать, потому что ему надоело бездействовать. Он вообще по карте Солнца хотел бы быть активнее. Но раз такие 2 самые активные карты в старших Таро вышли, которые его характеризуют, я с уверенностью могу сказать, что мужчине кто-то мешает действовать. Понимаете? Потому что это 2 мощные карты действия. Раз мужчина бездействует, и у многих он бездействует, кто-то имеет на него сильное влияние, кто-то ему мешает действовать. Кто-то его ограничивает в действиях, да? Кто-то ему вот перекрыл всю энергию, всю воду перекрыл. То есть кто-то мучает его, тревожит, кто-то на него влияет на его мысли и действия. Ставлю здесь их. Кто-то очень сильно влияет на его мысли и на его действия. 3 старших аркана показали его характеристику. Значит, мы с вами с уверенностью можем сказать, эти я все забираю, да, назад в колоду, что мужчина хотел бы действовать, но кто-то связывает его руки по ногам и рукам, кто-то навесил замков на его жизнь, наложил такое вето, эмбарго такое, да, на его действия и расстроил его планы. Все, у него есть интерес к вам, Солнце, есть у него желание по карте Колесница. Такая страсть необузданная по карте Колесницы, немножко даже где-то опасная. И вы знаете, у многих проиграется, что мужчина где-то для вас опасный. Вот как только с ним была встреча, его запах, его эти объятия вас не покидают днями, у некоторых неделями. Вы чувствуете это его присутствие энергетическое на себе. Такая сила в нем, такое влияние сильное, да? Такое сильное влияние на вас оказывает этот человек.
у некоторых может даже проиграться, что отношения с ним, вот как говорят, love and hate. Вы любите его и вместе с тем ненавидите то, что он так на вас влияет, то есть контролирует вас. Часто мужчины это делают неосознанно, у них есть вот эта волшебная палочка их, да? Вы знаете, о какой палочке идет речь? Так, посмотрим. Итак, вот в данный момент, на момент просмотра, какие мысли его обуревают? 4 пентаклей. Может быть, жадный насчет денег у кого-то проиграется. Некоторые пишут: люблю щедрого мужчину, люблю жадного мужчину. Понимаете, здесь нужно копать немножко глубже. Если, по вашему мнению, он жадный, а что стоит за этим всем? Или он щедрый, что стоит за этим всем? Ведь щедрый мужчина, часто он просто, это показуха. Щедрый мужчина на поверхности – это очень жадный мужчина внутри. И жадный мужчина на поверхности, ну жадный в смысле не скупой. А жадный мужчина на поверхности – это очень часто, наоборот, очень щедрый на любовь и на деньги мужчина внутри. Это все относительно. Все не является в ваших отношениях не тем, чем кажется, да, в ваших отношениях все является не тем, чем кажется. Вот в чем дело. И 3 чаш говорит, что самое главное, что высшие силы хотят вас свести. Это праздник души, это праздник любви, это такой апофеоз, да. Высшие силы хотят вас свести вместе. Да, так оно и есть, 3 чаш. Чаша – это любовь, и 3 – это творческое продолжение отношений, которое возможно у очень многих возможно. Королева Пентаклей вы для этого мужчины, может, поэтому он не знает, как себя вести, или вы зарабатываете больше, или вы умнее его, да, или же вы, немножко intimidate его, то есть его overpower, как же сказать, это русское слово найти. Вот он тушуется в вашем присутствии. В вашем присутствии он как бы тушуется, то есть он видит, что вы выше его, и ему внушили в детстве, что женщина-то не может быть выше мужчины. Как это так, что вы выше его? Как это так, что ваш ум скорее? Как это так, что вы интереснее? Как это так, что у вас лучше карьера, например? У некоторых это проиграется, да? То есть королева Пентаклей, вы для него очень дорогая женщина, это во-первых, а у некоторых проиграется, что он боится, он не потянет вас. То есть ваши требования к жизни, вот, к благополучию выше, чем его кошелек, выше, чем его бюджет. Кстати, это так часто бывает. Потому что мы, девочки, мы приукрашаем себя внешне, да, модно одеваемся, у нас такой иногда бывает вид неприступный. И королева Пентаклей – это часто женщина с неприступным видом. Смотрю ли это правда? Да, вот он как паж, как какой-то новичок рядом с вами, да. Паж жезлов – это человек, который ищет встречи с вами и в то же время боится встречи с вами. Он боится, что он вас не потянет. Вы королева, он паж. Кто такой паж? Это не тот даже, кто еще новость приносит, потому что вы не хотите новость от пажей. Пажи – это еще не зрелые мысли. У него не зрелые мысли. Пажи – это поиск встречи с вами и в то же время страх. Вот мы думаем, девочки, что только мы боимся, там, мужчине не понравятся наши бедра, наши волосы, мы это всего боимся. На самом деле по бедрам и по волосам 90% соответствия мужчинам нравится, почти все женщины на планете могут им подойти. Там другое, что-то неосязаемое. Красота ведь это не волосы и не бедра, вы знаете. Это красота, это энергия. Красота – это энергия. Вы иногда видите, типа по некоторым меркам, красавец мужчина и дурнушка рядом с ним. Но нам кажется дурнушка, девочки, если мы взвешиваем эту женщину по каким-то навязанным нам эталонам и параметрам. Мужчина видит в ней красоту, потому что красота – это энергия, ту, которую нам не видно, и он с ней счастлив. Вот вы такая красавица. Вы красавица по энергии, но тоже красавица внешняя. И внешняя красота часто мешает. Понимаете, я вот говорю то, что видно в картах. Внешняя красота часто мешает. Потому что Пентакли – это вот та красота внешняя, которая мешает, и он стесняется чего-то.
Еще один паж меча. Опасная ситуация была между вами, был какой-то раздор. Вот это негативное влияние. Это какая-то привязка, это может быть даже магия на мужчине. Неумело сделанная со злости магия его матери, которая не знает, что она хочет для своего мальчика, да, взрослого. Это могут быть даже какие-то заморочки по роду. Это кармическое проклятие может быть. На мужчине что-то есть. Может быть, мужчина сейчас в плохой компании, или мужчина выпивает, или он просто нервный, злой, раздражительный. Часто мужчины раздражительные по этой причине. Не знают почему. Негативное влияние, плохая карма, дурной характер. Вот этому всему есть и объяснение, да, дорогие мои. Такие противоречивые чувства, много чувств. Карты столько показывают сегодня, они очень щедро с вами общаются. Вы для него звезда, все. Однозначно звезда может слишком яркая, недосягаемая звезда, да. А кажется, что он на вас вот не реагирует. Кажется, что он так тупо молчит, да. А ведь потому что если человек в ступоре, если вы для него слишком высокая звезда, он и не реагирует, он думает, кто я, да мне попроще надо. Нужно попроще, иногда вот соперница, она женщина попроще. Кстати, бывает и такое. Но если он там не мальчик в 70 лет, и у него уже голова поехала, но это о других совершенно. Петросяны всякие, да, это не тот вариант, это о других. У них уже ум поехал. Мужчины что скорее стареют женщин, поэтому они вытворяют такие чудеса ловкости, да, и все вытворяют, по знаменитостям это видно, вот Бельмондо, например, да, вот мы знаем, это вообще там сколько у него было жен, 10 что ли, и чем старше, тем моложе, да, но чем старше, тем глупее, поэтому чем старше, тем моложе находит себе. А разные поколения не могут быть счастливы вместе, хотя редко такое бывает, как у Пугачева с Галкиным, редко бывает. Но это же аномалия, да, когда мальчик влюбляется в 3 поколения вперед или девочка в 3 поколения назад. Это аномалия, такого бывает, это так устроен мозг. Но мы говорим сейчас о вас, да, о вас. Королева чаш. Вы рождены для любви, звезда, королева чаш, понимаете? Даже карты вот среагировали на мои слова. Вы рождены для любви. Может ли этот мужчина сделать вас счастливой? Может, но можете ли вы сделать себя счастливой? Вот в чем идет вопрос, да? Потому что если мы сами, что такое любовь? Это проявление изнутри. Если мы сами себя не можем сделать счастливым, и это может не то, что вы сейчас подумали, совсем другое. Когда нам самим собой некомфортно, и когда мы сами собой нам одиноко, здесь нужно искать дорогу к себе. Да? Королева чаш – это та, которая довольна собой и хорошо с собой, а значит и вам будет хорошо с ним, и ему с вами, да, если вам хорошо с собой. Если вы пока не такая звезда, вам нужно искать вот этих путей дорожек к себе. Я знаю, что многие девочки страдают, когда сами, 9 меча. Больно, обидно, вы страдаете, когда вы сами. Вам с собой некомфортно. Это чаще бывает у молодых людей или у людей старших уже, но когда душа молодая, да, такая неопытная. Но это можно, конечно, все поменять, потому что любовь состояние, счастье состояние и так далее, да. 9 меча говорит, что нужно разобраться с отношениями к себе. Как вы к себе относитесь? Потому что как мы относимся к себе, точно так будет к нам относиться и мужчина или другой человек. Если вы мужчина, все сделайте наоборот. Я вас умоляю, мужчины, все видео у меня для всех, и вы способны, правда, подумать, потому что это же медитация, любой виде, разговор с собой, разговор с высшим я, разговор со своим будущим, и вы можете, если захотите. Спуститесь на землю, перестаньте считать, смотреть людей только вот в этом отношении, там, принадлежность к тому или другому полу, а смотрите просто на себя как на человека прежде всего, и у вас не будет важным то, что ниже пояса, а будет важным то, что неокортекс, да. Ну, 1% мужчин меня смотрит, и в любом случае там что-то вякнет кто-то по поводу того, что как не стыдно, только для женщинам говорите. Я говорю для всех. Вот в английском сегменте, когда я делаю видео, там лучше говорить they, они, и человек сам себе определяет. Но у нас как бы так не принято, поэтому.
Карта Луна. Видите, личная жизнь, личный путь человека, отношения с собой, эмоции, перемены в понимании себя. Все сейчас меняется. Земля, сейчас все меняется. И теперь уже, знаете, вот эта наука психология, которая еще в астрологии самая, она, кстати, сейчас мощная, потому что астрология — это психология, проверенная веками. А вот это то, что там, например, Зигмунд Фройд, это, все его теории, они же себя не оправдали. Это все прошлый век, это просто теория, да. Так что Луна — это не то, что вы подумали, это не то, что женщина эмоциональна, мужчина нет. Нет, мужчина не может проявлять эмоции часто, потому что он за мамонтом гнался, ему нужно было быть таким хладнокровным, да. И он не то, что у него нет эмоций, он же человек, у него еще больше эмоций бывает, чем у женщин. Какая гамма эмоций должна пройти в голове у человека, который там воин или же убивает животное, чтобы накормить свою женщину. Раздрайв сплошной, да, и вот поэтому мы часто мужчину и женщину судим, типа, что вот он уже современный человек, да, 21 век, когда уже эти рамки стерлись, там кто за мамонтом, а кто поддерживает пещерный огонь. 21 век, все, теперь все по-другому. Мужчина должен больше проявляться, проявлять свои эмоции, иначе он такой резкий очень, резкий как ситро, помните, у нас говорили по 9 меча. Очень резкий человек, обидеть может, обижает. Ну, что он такой, знаете, ой, ну вот, не умеет выразить себя. Получается, все у него топорно. Топором больше работает, чем сердцем. Вот, топорность, такая твердость. И это дело у него твердое. И все он хочет, чтобы было очень твердое, и характер у него твердый, и если он себя твердый, мы хотим, чтобы он был нежный. Ну, вот эта твердая нежность, кстати, нас, женщин, часто и заводит, да, и эта твердая его нежность в постели, она выражается, может, там и хорошо, потому что у нас ведь тоже архетипичная женщина срабатывает, а на кухне и в быту его эта твердая нежность, она нам и не в кайф, потому что он топорный, выразиться не умеет. Нужно, чтобы примирился с вами, нужно, чтобы вышел на связь. У многих проиграется. Это когда выйдет на связь, вы почувствуете, что он так квантово расклад смотрел, он квантово усвоил, что вас любить надо нежно. Да? Вас любить нужно нежно. Девочки, вот такой мужчина вышел на связь, такие слова сегодня он вам сказал. Если кто-то думает, что ничего не проигралось, тот не видит правды, потому что что-то точно срезонировало и проигралось. А если пишете «ничего не резонирует», это значит, что вы находитесь in denial, то есть отвергаете то, что возможности есть другие, чем ваше предположение. Вот. Но если мы ищем в раскладах то, чего мы уже знаем, это не значит, что хотим что-то новое узнать, да? В общем, за что купила, зато продала, да? Вот такой я продавец, как бы. У меня навар и свежая копейка, как тот яйца варил, спросили, а что ты продаешь их за ту же цену, что купил? Он говорит, имею навар и свежую копейку. Но навар — это мой опыт работы, мой опыт с вами общения через комментарии, так что пишите комментарии. Ну а свежая копейка — это свежий незамыленный взгляд на жизнь. Сегодня что-то так пошло и афоризмами, и таким всем. Так открывались сегодня высшие силы. Девочки и мальчики, за деньги не работаю, да? Поэтому нет у меня и в ТикТок, или в ТикТок, если по-русски, нет меня и в WhatsApp, нет у меня там ничего. Если кто-то и мошенник моим именем прикрывается, так это их карма. Никогда не было никаких ассистентов, со мной никто не работал. Если я в технологии что-то не понимаю, я спрошу у сына и дочери объяснения, но вообще это YouTube легкая платформа. Все, как для детей, нам YouTube помогает все делать самим, так что ассистентов никогда у меня не было. Не ведитесь на тех, кто говорит, что помощником моим работает или так далее. Я никогда ничего не предложу за деньги, никогда не делаю раскладов за деньги. Если кто-то делает раскладов за деньги, говорит, что он колено, это аферисты, мошенники, да? От своего имени, пожалуйста, пусть работают, но раз они прикрываются моим именем, ну как их еще иначе-то назовешь? Потому что я делаю все безоплатно, безвозмездно, да. 30 лет церковной работы меня убедили в том, и я знаю, что это правда, дар дан, даром делюсь. Кому нужно, получаете помощь, кому не нужно, ну так что я могу сделать? Нужно всем, но человек иногда не видит, что ему нужно, да.
Люблю вас, обожаю. Лица своего, кстати, не скрываю. Светлый маг этого не делает. Тот, кто скрывает лицо, вопрос такой, что он скрывает, зачем он или она шифруется, да. Так что можно найти много видео с лицом, девочки просят такие и другие, поэтому делаю вот только карты и с лицом. Дома своего не скрываю, каждый раз пускаю вас в свое пространство, чтобы вам помочь, и каждый раз желаю вам счастья. Пусть у вас все будет просто замечательно и хорошо, и поэтому мы с вами еще увидимся и не раз. До новых встреч, мои дорогие медвежьи обнимашки и моя самая щедрая и искренняя к вам любовь. Пока-пока, дорогие, до новых встреч!